В Майнкрафт не раз добавляли фишки, которые уже были в модах. Падающие листья – отличный этому пример. Я отобрал моды, которые идеально вписываются в ванилу. Большинство из них давно использую сам и считаю их ценными находками. Так что попробую вас удивить, не болтая о модах, про которые уже все давным-давно знают. Но начнем мы с Particle Rain. Он делает погоду живее и атмосфернее, ведь внешне она почти не менялась с момента релиза. А в Майнкрафте уже давно есть ветер, поэтому и на погоду он тоже бы должен влиять. Для лучшего погружения рекомендую использовать вот такие вот настройки. Они не делают слишком много частиц и убирают спорные или странные штуки. Теперь перейдем к пачке мелких модов, которые делают Майнкрафт более гладким. Smooth Swapping, Smooth Scrolling, Smooth GUI и Smurfita, Smurfolita. Нет, без этого. Smooth Swapping делает перемещение предметов в майне плавным, чтобы раскладывание мусора после путешествия было не таким занудным. Правда, анимация по умолчанию выглядит хреново. Поэтому я рекомендую увеличить скорость анимации до 300 и использовать не прямой график, а такую вот дугу. Так анимация перемещения выглядит лучше. Smooth Scrolling делает пролистывание плавным. Работает он для креативного инвентаря, хотбара, чата и всего остального. Smooth GUI добавляет анимации появления интерфейса. Правда, есть нюанс. Не все предметы отображаются корректно, и с модами могут быть проблемки. В кулинарии с драфтами у меня был вот такой вот косяк. Обнова мода была давно, но надеюсь, разраб продолжит его дорабатывать. Я пока делал этот видос, заметил, что на бедроке есть почти все штуки, про которые я сейчас рассказываю. Вот тебе плавное перемещение, а вот анимация появления инвентаря. И вот вам еще один мод, который, оказывается, тоже реализован в бедроке. Tiny Item Animations. Немножко увеличивает предмет, когда ты берешь его. Может мелочь, но приятно. Еще одна мелочь – стилизованный курсор. Он есть в большинстве уважающих себя игр, поэтому я и юзаю мод Minecraft курсор. Он добавляет динамический курсор, который меняется в зависимости от того, как используется. Это самый красивый курсор, который я нашел за несколько лет поисков. Для своих нужд я его немного уменьшаю. Если у вас есть мод на кастомные интерфейсы типа флешбека, этот курсор может потерять часть функционала, но в любом случае он выглядит лучше, чем обычный. Меня в майне бесит сортировка. Миллион предметов требует миллион времени, чтобы их удобно разложить. Так что я использую мод Clean Sort. Нажимая на выбранную горячую клавишу, он быстро сортирует предметы в хранилищах. Если его сравнивать с другими модами, которые зачем-то добавляют несколько видов сортировок и кучу неиспользуемых функций, это самый удобный и минималистичный мод. Очень хотелось бы верить, что такое может появиться и в ваниле, ведь в большинстве игр с подобными инвентарями есть сортировка. И я не говорю о быстрой стопке или про раскладывание предметов по ближайшим сундукам, потому что в майне подобные функции просто убьют редстоун механизмы сортировки. Но тейков против добавления сортировки внутри хранилищ я не знаю, это ничего не должно сломать. Еще есть мод Lightweight Inventory Sorting. Он работает почти так же, только еще дополнительную кнопку добавляет. Я его использую во время стримов на Пипиленде, потому что Client Sort работает не на всех серверах. Теперь к скриншотам, ведь пара небольших добавлений может сделать их использование в разы удобнее. Screen Copy, либо же Screenshot to Clipboard сохраняют скриншоты в буфер обмена, то есть после нажатия F2 ты сразу же можешь отправить фотку другу, просто нажав Ctrl-V. Еще есть скриншот Viewer, он отображает библиотеку скриншотов. Я пользуюсь им довольно часто, потому что люблю фоткать в майне и часто использую скриншоты для тех же превьюшек. Оба эти мода утилиты, то есть инструменты, которые не меняют геймплей, но упрощают неудобное взаимодействие в майне. Мне кажется, что подобные утилиты действительно можно добавить в ванильную версию игры. Например, World Playtime. Он показывает часы, проведенные в каждом мире. Это показатель, которого мне не хватало. Сейчас шанс того, что я случайно удалю свой главный мир, сильно уменьшается, ведь я неосознанно вижу эти 200 часов, что я там наиграл. Показатель часов – одна из важнейших статистик. Она отображается для игр в Steam, она есть и в Террарии моей любимой. Сколько раз я ее уже показал? Для наглядного отображения статистики можно использовать Better Statistics Screen. В ваниле поиск нужного показателя может затратить много времени, а с этим модом ты можешь найти его по поиску. Также есть удобное отображение статистики предметов и мобов. Все это можно еще и на экран вывести. Вот, например, количество моих смертей. Честно говоря, я этим модом почти не пользуюсь,
но задумка у него очень хороша. Better Advancements делает удобное отображение достижений, чтобы тебе не приходилось вот пялить в экран в поиске вот этой вот нужной ачивочки. Используя этот мод, рекомендую брать затемнение, потому что оно сильно отвлекает. А еще будьте осторожнее, просматривая достижения, ведь за этим громадным экраном может прятаться крипер. На этом утилиты закончились, и я бы хотел рассказать о паре мелких модов, которые мне нравятся по вайбу. Spyglass Zoom я использую в сборке, очень приближенный к ваниле. Он допиливает взаимодействие с подзорной трубой, и мне он нравится намного больше, чем Zoomify или окей, Boomer какой-нибудь. С ним я чувствую большую погруженность в игру, ведь в путешествиях он передает вот этот вот приключенческий вайб. Это как ориентироваться по обычным картам, или же юзать мини-карты. Да, обычная карта может быть сложнее и неудобнее, но какой же вайб. Explosive Enhancement делает прикольные взрывы. Динамит и криперы взрываются зрелищно. После взрывов остается красивый дымок. А так называемые хлопки под водой оставляют классные пузыри. Мод нормально оптимизирован, так что при взрыве 1000 TNT моему компику нормально. Еще я хотел бы рассказать о моде Essential. Он добавляет целую сотню донатных приблуд и украшений, но вместе с этим в нем есть еще и нормальные бесплатные функции. Система скриншотов, управление скинами, целый мессенджер и система друзей. Репутация у мода сомнительная, но сам концепт и идеи мода очень крутые. Вот, например, система друзей оттуда есть еще и на Bedrock, а управление скинами прямо в Java Edition было бы, ну, просто мечтой. Почти все моды, про которые я рассказал, успели обновиться до 1.21.5, но из-за системы дропов мододелам все сложнее обновляться до новых версий. А вот у шейдеров таких проблем почти нет. Рекомендую вам посмотреть этот видос о необычных шейдеров. Ну, или можете глянуть этот. YouTube считает, что он может тебе понравиться.